Здравствуй, дорогой друг! С нашей последней встречи кузница немного преобразилась. Я наконец-то выровнял наковальню и купил молот. И в первую очередь я решил сделать нож из нержавеющего ламината. Но первые попытки я начал делать еще полгода назад. Оглянемся назад. Для изготовления ножа из нержавеющего ламината нам понадобится 3 пластины стали. По центру положим сталь У10А, а по бокам будут нержавеющие обкладки из стали 95Х18. Зачищаем пластины стали от следов коррозии. Ламинат также называют японским термином санмай, что переводится как 3 плоских предмета. Для изготовления такого ножа необходимо 3 пластины, соединить электросваркой, затем нагреть в горне до 1200 градусов и проковать, выполнив кузнечную сварку. Но при работе с нержавейкой есть один нюанс. Во время нагрева образуется оксидная пленка, с которой не может справиться кузнечный флюс. Чтобы этого избежать, необходимо перекрыть доступ кислорода к пластинам. Сделать это можно, загерметизировав весь пакет электродуговой сваркой. Затем помещаем заготовку в горн, нагреваем до 1200 градусов и проковываем. Отковываем наш пакет в пластину. Форму ножа заготовки не придаем, во избежание расслоения. Помещаем откованную пластину в остывающие угли, так как сталь 95Х18 закаляется на воздухе, а нам твердая заготовка пока ни к чему. Обрезаем торцы нашей заготовки, чтобы убедиться, что все получил... Не будем отчаиваться, со второго раза все получится. Меня часто спрашивают, когда выйдет новое видео. Я говорю, что я сильно занят и у меня совсем нет времени. Но на самом деле просто мои руки В итоге, испортив примерно 2 килограмма стали, попытки с 5-й, у меня получилось сделать небольшой клинок. И я очень захотел электромолот. Сейчас. По старой схеме собираем пакет из 3 сталей, только теперь будем использовать нержавейку 40Х13 вместо 95Х18. А так как все советские напильники были уничтожены, сталь У10А теперь также прокатная.
Моему локтевому суставу очень понравился электромолот. Из получившейся пластины отслесариваем клинок, выполняем черновую шлифовку на гринделе, определяем центр будущей режущей кромки и выводим спуски на лезвии. Так как на режущей кромке у нас будет сталь У10А, выполняем закалку при 800 градусах в масло. А для уменьшения напряжений, оставшихся после закалки, выполняем низкий отпуск в течение 1 часа при 200 градусах. После этого приступаем к шлифовке и полировке клинка. Для полировки я использую алмазный брусок, наждачную бумагу и алмазные пасты. Мы на финишной прямой переходим к сборке рукояти. На этом этапе я использовал латунь G10 и стабилизированный кат березы. Если хотите увидеть процесс стабилизации древесины в домашних условиях, то пишите комментарии, и я обязательно покажу. Склеиваем рукоять эпоксидным клеем, ждем 24 часа и приступаем к шлифовке. После придания формы на гринделе я шлифую рукоять вручную наждачной бумагой зернистостью от 80 до 2000, а полирую на войлочном круге алмазной пастой. Осталось лишь заточить нож и приступаем к испытаниям.
на этом все. Если понравилось видео, подписывайся на канал и пиши комментарии. Спасибо за просмотр.